Привет! Albion Online неповторимая в своем жанре игра. Легкая простота с хардкорностью, адаптированная под открытый мир. Это именно то, чем она меня зацепила. Как правило, у таких песочниц нет конечного результата, и в нее можно играть бесконечно. Ну а что если я вам скажу, что ее можно пройти? А как именно? Сейчас узнаете. В игре существуют мамонты. Это такие огромные животные, которые служат в качестве транспорта. Есть грузовые и боевые. Их применение читается в их названии. Так вот, детеныш такого мамонта стоит огромного количества серебра. Чтобы вы понимали масштаб суммы, премиум подписка на год, которая дает бонусы в прокачке персонажа, стоит $107 или 8000 рублей с учетом текущего курса доллара. Помимо этого, этот же премиум можно приобрести в игре за серебро, на месяц за 9 миллионов серебра, а на год, соответственно, за 108 миллионов серебра. То есть в Альбионе доната как такового нет. Если хочешь, можешь заплатить с кармана за премиум, или же ты можешь заработать на него в самой игре. Так вот к чему это я. Детеныш мамонта стоит 120 миллионов серебра. В сравнении даже больше, чем годовой премиум за $107. Думаю, теперь вы чувствуете, насколько он дорогой. Из этого вытекает то, что и достать его крайне тяжело. Почти нереально. Именно поэтому я попытаюсь с нуля, только созданным персонажем, достать этого детеныша за один день. Поехали! Для начала, как и все новички, необходимо пройти обучение. Я учел комментарии под прошлыми роликами, где начинал играть новым персонажем, поэтому постараюсь как можно больше раскрыть свои действия. Перед тем, как отправиться в поселение новичков, я купил на местном аукционе 2 мула по 3 серебра, чтобы потом подороже продать их в городе. Когда пришло время перебираться на королевский континент, то решил, что мне больше подойдет поселение, которое находится возле города Бриджвотч. В нем, как и в других деревнях, я получил пробный премиум на 3 дня, а также выполнил задание на золотую монету, которую сразу обменял на серебро. Больше в ней задерживаться для меня смысла нет, поэтому сразу же отправился в Бриджвотч. По пути к городу вдоль дороги находились 2 лагеря с мобами. Как раз они-то мне и нужны, для того, чтобы прокачать ношение вещей до 3-го тира. Это не заняло много времени, и спустя пару минут я отправился дальше. По приезду в город сразу же пошел на аукцион, дабы продать мулов. Как видите, здесь они стоят далеко не 3 серебра. А также купить себе новый сет 3-го тира для фарма одиночных подземелий. Выйдя с аукциона, вступил во фракцию местного города, чтобы при убийстве мобов копились очки этой же фракции. Конечно, это опасно, ведь могут убить игроки других фракций. Но я решил рискнуть. Далее я отправился в синюю локацию 4-го тира, чтобы найти и пофармить одиночные подземелья. Далеко ходить не пришлось, и сразу же возле города нашел первый данж. Моей целью на данный момент является прокачка ношения снаряжения до 4-го тира, которое, собственно, я и смог прокачать. А также накопление 3000 очков фракции, но с ними шло все потяжелее, так как вначале давали довольно-таки мало. В самом данже мне попались синий и фиолетовый сундук, а сумма выпавшего серебра с них была около 10 тысяч. Мне этого уже хватало, чтобы купить вещи 4-го уровня, ведь пока я фармил, продались 2 мула, а это еще около 10 тысяч. Когда снова приехал на аукцион, то продал все, что было надето на мне, и то, что удалось вынести с подземелья. Как итог, на руках уже было около 30 тысяч серебра. Тогда я принял решение купить снаряжение не просто 4-го тира, а 4.1, которое по силе равнялось 5-му тиру вещей. Благо денег хватало. После этого, не снимая фракции, поехал в желтую локацию 5-го тира. Ехать вдаль нужды не было, так как подземелье было прямо у выхода с города. На этот раз стояла цель добить 3000 очков фракции и открыть 5-е риверки. Что это такое? Это длинные, самые большие ответвления в доске достижения с большими иконками. Их последовательное открытие увеличивает ваши возможности в игре. Допустим, та, что слева, увеличивает урон и защиту против мобов, а та, что идет наверх, дает возможность ездить на более лучшем транспорте и носить выше по уровню плащи. Как раз в ней мне и нужно открыть такой быстрый транспорт, как Быстрокоготь. Он является одним из лучших в сравнении цена-качество. По ходу прохождения данжа попались фиолетовый и синий сундук с общей ценностью вещей на 15 тысяч серебра. Этого было недостаточно, плюс еще не набил очки фракции, поэтому отправился в еще один данж в той же локации. Как итог, с подземелья выпало вещей на 26 тысяч серебра. Теперь мне хватало на то, чтобы опять обновить свой сет. Въехав в город, первым делом за 3000 очков фракции купил звериное сердце.
Оно стоит около 70 тысяч серебра, но я его продал сразу за 60 тысяч, ведь мне еще надо было успеть за один день детеныша мамонта выбить. На аукционе продал все, что у меня было, выручив 114 тысяч. На это серебро купил 4-2 вещи, которые по силе были как вещи 6 уровня. Решив, что пора ускоряться и фармить быстрее, отправился в 6 тира Красные Земли, где меня может убить не только фракции другого города, но и обычные игроки. По приезду в локацию зашел в данж, и заглянув в инвентарь, я вспомнил, что так и не активировал премиум, исправил эту ошибку и продолжил фармить. В данже мне попались 2 фиолетовых сундука, с одного выпало примерно на 110 тысяч, а со второго около 50 тысяч серебра вместе с кошельками. Так как риверку с нужным транспортом еще не открыл, то поехал искать следующее подземелье, в котором оказались 2 синих сундука, общая прибыль которых составила около 50 тысяч серебра. А также за эти данжи мне накапало более 5000 очков фракции, что тоже немало. Совсем нафармленным добром приехал в город, и когда все продал, то получил сумму в 336 тысяч серебра. Этого как раз хватит, чтобы купить быстро когтя и плащ нежити, который дает инвиз. Он мне точно пригодится, ведь дальше меня ждут черные земли. Теперь надо кое-что понять. Все то, что было до этого момента, лишь разминка перед тем, что предстоит пройти дальше. А именно, я собираюсь ехать в черный город, который находится в 6 локациях от меня, в каждой из которых меня могут убить. От Артура Реста мне предстоит проехать еще локацию к тому месту, где обитают мамонты. В ней находится огромное количество людей, которые охотятся не только на мамонтов, но и на игроков. Вы даже не представляете, насколько это нереально – выбить детеныша мамонта за один день. Но я попробую, поэтому отправляемся в путь. На удивление доехал до города без происшествий, что не может не радовать. Сразу сделал привязку в городе на случай, если убьют, чтобы можно было сюда быстро вернуться. А тем временем прошло уже 2 часа с момента создания персонажа. Поэтому задерживаться в городе не стал и отправился искать мамонтов. По локациям ездил очень осторожно. Но как только зашел в нужные мне земли, тут же увидел гангеров на дороге, которые поджидают других игроков, чтобы убить. Началась погоня. Честно, я сам не думал, что так быстро меня попытаются убить. Они хотели зажать меня, но на быстрокогте можно убежать от такого преследования. Поэтому я развернулся и отправился в другие земли с мамонтами, через 2 локации от этой. Мамонты появляются только в пустынных локациях 8 уровня, и в черных землях есть лишь одно место, где эти 2 локации такого уровня находятся близко друг к другу. Также в них очень много собирашек, гангеров и просто игроков, которые состоят в местных гильдиях, поэтому конкуренция на местную добычу ресурсов, особенно на мамонтов, очень высокая. Приехав, начался долгий поиск, настолько долгий, что за полчаса я не нашел ни одного мамонта. Это значило только одно, что кто-то до меня успел их перебить. Тогда я решил выйти из игры и подождать, пока они снова появятся. Точное время, когда они отреспавнятся, я не знал, поэтому подумал, что часа хватит. Собственно, так и получилось. Когда я зашел в локацию, то почти сразу же нашел первого мамонта. Мне попался обыкновенный. У него мало хп и сам он маленьких размеров, поэтому убить его оказалось нетрудной задачей. Шанс выпадения детеныша с такого мамонта всего лишь 0,02%, что очень мало. Но есть еще один вид, и называется он древний мамонт. Имеет в 2 раза больше хп, чем обыкновенный. А шанс выпадения детеныша равен аж 0,29%, что куда больше, нежели чем у обычного. Но выбить его все еще нереально с таким шансом, но я надеюсь только на лучшее. Прокачанному игроку убить такого моба легко, но не только что созданному персонажу, и первые 4 попытки вышли неудачно.
То срабатывал плащ, то чуть-чуть не хватило урона добить, то просто убегал, потому что не хотел портить снаряжение. Потом я вспомнил за тактику, которую я применял в ролике про премиум за один день. Бегая по кругу, ждал, пока начнет восстанавливаться здоровье. И это помогло. С горем пополам я его забрал. Детеныш с него, конечно же, не выпал, а значит придется бегать и искать мамонтов дальше. В какой-то момент я понял, что мне не хватит банок яда на следующих мамонтов, поэтому поехал в Черный город. Он был довольно близко. Правда, цены на местном аукционе очень кусачие, но выбирать особо не приходится. Беру что есть и еду фармить дальше. Когда я бежал по локации, то встретил игрока на медвежьих лапах. Одет он был по-обыкновенному, я бы даже не сказал, что это гангер, поэтому проигнорил его и побежал дальше. Но какая же это была ошибка, на меня напали толпой и не дали шанса уйти. Это сильно ударило по моей морали. Уже прошло 5 часов с момента создания персонажа, а меня отбросило на много шагов назад. Помните за привязку к городу? Если бы не она, я бы сейчас оказался в Бриджвотче. Что ж, вера в то, что все-таки мне повезет и детеныш выпадет, никуда не пропала. На последнее серебро я одел 4.1 сет и поехал в ближайшую 5-ю локацию, чтобы заработать в одиночных подземельях хоть какие-то деньги. Потому что в таком снаряжении, как сейчас, я не то что мамонта не заберу, я даже до локации не доеду. Самое время пофармить. На что я точно не рассчитывал, так это на золотой сундук. Он помог мне сэкономить много времени и дал еще больше надежд на следующий поход за мамонтами. В городе я продал все за очень дешево, так как время было не на моей стороне, а в кошельке тем временем лежало 446 тысяч серебряных. Этого хватало, чтобы заново купить все необходимое и снова отправиться на поиски мамонтов. Я потратил уже много сил и времени. Чем дальше, тем меньше шансов было на то, что детеныш все-таки выпадет. Самое коварное, это когда ты убиваешь мамонта и видишь, что с него все-таки что-то упало. Надеешься на то самое, но в итоге получаешь книгу интуиции. Я где-то слышал, что желаемое приходит в самый неожиданный момент. Тогда, когда ты этого уже не ждешь.
В какой-то степени у меня было такое же состояние. Я уже не ждал, что мне повезет. Но каково было мое удивление, когда мне выпал тот самый детеныш мамонта. Именно тот самый за 120 миллионов серебра. Рядом стоял какой-то игрок. Поэтому я даже не успел разглядеть, что упало с мамонта. Просто схватил и убежал. Только потом до меня дошло, что это мамонтенок. Сердце чуть не выпрыгнуло от радости. 0,29%. Просто представьте, насколько маленький шанс. Такого вам точно больше никто не покажет. Именно на моем канале вы видите это впервые. Но это только полдела. Собравшись с мыслями, мне необходимо было добраться до Бриджвотча целым и невредимым. Ехать в Черный город опасно, поэтому продолжил бегать по локациям в сторону Бриджвотча, надеясь и заходя в авалонские порталы, ибо был шанс, что смогу найти в них портал на Королевский континент. Получилось примерно то, что я и хотел. Зайдя в авалонские пути, в них нашел выход в локацию, которая находится рядом с порталами города Форт Стерлинг. Это был самый быстрый вариант попасть в безопасное место, там, где меня уже не смогут убить, и как вы уже поняли, риск оправдал себя. Приехав в Форт Стерлинг, я наконец успокоился и понял, что миссия выполнена. Перелетел в Бриджвотч, оттуда и начался весь поход. Обдумав все, осознал, насколько это невыполнимо. Представьте, только создав персонажа, я прокачал его за 2 часа до нужной для убийства мамонтов формы. Проехал огромное количество локаций в черных землях, меня гангали и убивали, но все-таки я смог за один день с нового персонажа добыть мамонтенка за 120 миллионов серебра. На все это было потрачено 7 часов 14 минут игрового времени и 9 часов реального времени, с учетом моих выходов с игры. Если вам понравилось приключение, то ставьте лайки, обязательно комментируйте и показывайте друзьям, ведь я старался именно для вас. До следующих видео, пока!